У зеркала два лица. The Mirror Has Two Faces. Американская романтическая мелодрама, вышедшая в прокат 15 ноября 1996 года и собравшая в США $41 миллион. Продюсером, режиссером и исполнительницей главной женской роли в фильме выступила Барбара Стрейзанд. Сценарий, написанный Ричардом Лагравенезе, основывается на французской мелодраме Андре Каята «Двустворчатое зеркало» L'Homme Verra et Deux Faces 1958 года с Мишель Морган и Бурвилем в главных ролях. Барбара Джан Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года, Бруклин, Нью-Йорк, США, американская певица и актриса, композитор, кинорежиссер и продюсер. Обладательница 2 Оскаров в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премий Эмми, Грэмми и «Золотой глобус». Начиная с 1969 и заканчивая 1980 годом, все фильмы с участием Стрейзанд попадали в десятку самых кассовых фильмов США. В ролях: Барбара Стрейзанд, Роуз Морган, профессор литературы Колумбийского университета; Джефф Бриджес Грегори Ларкин, профессор математики Колумбийского университета; Лорен Бакол Ханна Морган, мать Роуз и Клэр; Мимия Роджерс Клэр, сестра Роуз; Пирс Броснан Алекс, новый муж Клэр; Джордж Сигал Генри Файн, профессор антропологии Колумбийского университета, лучший друг Грегори. Главная музыкальная тема из фильма «У зеркала два лица» I Finally Found Someone в исполнении Стрейзанд и Брайана Адамса была отмечена номинациями на Оскар и Золотой глобус. Грегори Ларкин, Джефф Бриджес, профессор математики из Колумбийского университета Нью-Йорка, личная жизнь которого, несмотря на очевидные мужские достоинства, никак не складывается. После очередного поражения на личном фронте, случившегося после презентации его очередной книги, Грегори решает, что романтические отношения не для него. Как истинный математик и поклонник теории простых чисел, он вывел теорию, согласно которой чувства и сексуальные отношения отрицательно влияют на интеллект и мешают работе. Опираясь на свою теорию, Грегори размещает объявление в газете с целью найти такую женщину, которая согласилась бы быть вместе, основываясь исключительно на дружеских чувствах. Из всех кандидатур он остановил свой выбор на профессоре литературы Роуз Морган в исполнении Барбары Стрейзанд, преподающей в том же университете, только на другой кафедре. Привлекло Грегори в ее анкете прежде всего то, что внешность Роуз далека от идеалов женской красоты, а значит, у него не было никаких шансов влюбиться в нее. Он хотел найти женщину, которая согласилась бы быть вместе, строя отношения, основанные исключительно на дружеских чувствах. Роуз, живущая вместе со своей матерью Ханной, ее в фильме играет Лорен Бакол, когда-то бывшей одной из первых красавиц Нью-Йорка, всю жизнь считала себя гадким утенком, неспособным привлечь к себе внимание мужчин. Даже ее бывший жених Алекс, которого прекрасно сыграл Пирс Броснан, ушел от Роуз к ее сестре Клэр в исполнении Мимия Роджерс. Отчаявшись найти себе спутника, который сможет ее полюбить, она, дабы не остаться в одиночестве, соглашается на внезапное предложение Ларкина построить семейную жизнь без намека на бурные эмоции и чувства. И поначалу все идет просто прекрасно. Она помогает Ларкину выйти на новый уровень преподавания, сумевшему заинтересовать своих студентов новой нестандартной подачей материала. Они посещают концерты, ужинают в ресторане, ведут интеллектуальные беседы. Однако постепенно в их отношениях нарастает некое напряжение. Через некоторое время после начала встреч профессор Ларкин, увлеченный своим экспериментом, предложил профессору Морган стать его женой, переведя отношения на новый уровень. Поначалу семейная жизнь складывалась так, как он и задумывал, но вскоре деловые и дружеские отношения Грегори и Роуз переросли в нечто большее. Будучи образованными людьми, им всегда было о чем поговорить. Вот только со временем чувственная натура Роуз дала ей понять, что как бы она не была одинока, такие отношения без намека на эмоции также не для нее. Желая перейти на новый уровень во взаимоотношениях с мужем, она решилась на кардинальные изменения. Получится ли у нее разрушить устоявшиеся доводы прагматичного мужчины
или расставание станет итогом их недолгой совместной жизни, выбор совсем не очевиден и весьма болезненен. В этой картине Стрейзанд, для которой «У зеркала два лица» стала 17-й актерской киноработой и 3-й в качестве режиссера, возвращается к темам, затронутым еще в ее дебютном фильме «Смешная девчонка» Funny Girl, женская привлекательность, отношения матери и дочери. И, конечно же, любовь. «Я хотела сделать кино, заставляющее людей чувствовать», говорила актриса об этой картине. «Я хотела сделать кино о позитивных изменениях». В 1997 году фильм «У зеркала два лица» номинировался на премию «Оскар» в 2 категориях. Лучшая актриса второго плана Лорин Бакол и лучшая песня к фильму «I We Finally Found Someone». Фильму достался 1 золотой глобус, лучшая актриса второго плана Лорин Бакол и 3 номинации на него: лучшая музыка к фильму, лучшая песня к фильму и лучшая актриса мюзикла или комедии Барбара Стрейзанд. Песня «I We Finally Found Someone», звучащая в конце фильма в исполнении Барбары Стрейзанд и Брайана Адамса, была удостоена Escape Film and Television Music Awards. Интересные факты из фильма «У зеркала два лица». На фотографии в рамке, которая находится в комнате Роуз, запечатлены ее родители. На самом деле это фотомонтаж с изображением настоящего отца Барбары Стрейзанд и молодой Лорин Бакол, которая играет в фильме «Мать Роуз». Роль Грегори Ларкина сначала предназначалась для Харрисона Форда. Во время работы над фильмом Стрейзанд познакомилась с актером Джеймсом Бролином, за которого впоследствии вышла замуж. 2 одиноких человека встретились и уже не смогли расстаться. Но все ли так гладко, как кажется на первый взгляд? Все ли так гармонично в их паре? Ведь, казалось бы, они уже давно переступили тот уровень, когда отношения строятся на интиме и стоят выше этого. Однако правильно ли это? Нужно ли это? Герои, временами кажется, играют в игрушки, пытаясь ломать стереотипы и строить личную жизнь по-другому, не идя на поводу общепринятых принципов и идеалов. В итоге ничего у них не выходит. Природа и физиология все равно возьмут свое, и это прекрасно. Вспоминается ключевой для меня эпизод, когда герой Джеффа Бриджеса наблюдает за ритуалом разрезания Роуз салата и нежно ей говорит: «Я люблю смотреть, как ты создаешь свой самый идеальный кусочек». А как создать идеальные отношения? Есть ли такой кулинарный рецепт? Смотрите фильм «У зеркала два лица». Великолепная игра актеров, прекрасная режиссерская работа, потрясающие диалоги, приятный юмор, каким он должен быть в идеале. Все это делает фильм эталоном романтической комедии. Прекрасный, добрый фильм, каких мало. Уютный и очень умный, как герой самой картины. Роуз, героиня Барбары Стрейзанд, взбалмошная, желающая любви как чего-то особенного, как совокупности разноплановых элементов, не поддающийся никаким математическим правилам, и Грегори, такой правильный, убегающий сам от себя, не признающий чувства. Ведь оно не из ряда простых чисел, оно не идеальное уравнение, что у них может быть общего. Финал картины отвечает на этот вопрос симфонией, зазвучавшей для обоих героев, той самой, которую они, интеллектуалы до мозга костей, так самозабвенно отрицали. Чудеса случаются с теми, кто готов в них поверить. Роуз и Грегори прошли длинный путь в отношениях, чтобы понять, жизнь не всегда укладывается в теорию простых чисел, а у зеркала два лица.